Как ты могла?» Семен влетел на кухню с перекошенным от гнева лицом. Евгения в это время жарила сырники. Крик сына застал ее врасплох. Она испуганно обернулась, увидела пылающие ненавистью глаза, сжатые кулаки и, замирая от внутреннего страха, спросила: «Что-то случилось, сынок? Почему ты на меня кричишь?» «Ты лгала мне всю жизнь. Теперь я знаю правду». «Не понимаю, о чем ты?» Евгения старалась сохранять спокойствие хотя бы внешне. «Может, объяснишь?» «Не прикидывайся, ты все прекрасно понимаешь». «Не говори загадками». Женя выключила плиту, присела на табуретку. «Рассказывай, что произошло». «Я познакомился со своим отцом». Семен внимательно следил за реакцией матери. Евгения даже бровью не повела. «С отцом?» «Да, с настоящим отцом». Она все поняла. Кто-то рассказал сыну историю его появления на свет. Она познакомилась с Анатолием, когда ей было 20. Бурный роман с красивыми ухаживаниями, цветами, подарками вскружил девушке голову. Казалось, счастью не будет конца. Но все сложилось до боли банально. Узнав о беременности, Толик предложил избавиться от проблемы. Денег дал. Сказал, что не готов и не собирается становиться отцом. Женя рассказала обо всем родителям, и те настояли, чтобы она сохранила ребенка. «Ребенок не нужен Толику», — уговаривала мать. «Зато он нужен нам. Ничего не бойся. Все у тебя будет хорошо». И Женя послушалась родителей. Толику сказала, что претензий к нему не имеет и беспокоить не будет. Никогда. Парень сильно разозлился и исчез, бросив на прощание: «Делай, что хочешь, мне все равно». Больше Женя его не видела никогда. Когда сыну было 2 года, она познакомилась с Матвеем. Они стали встречаться. Со временем Женя рассказала мужчине о сыне, о том, что он родился без брака. Матвей отреагировал спокойно, сказал, что ребенок, к счастью, не помеха, и тут же сделал предложение. Как только они поженились, Матвей усыновил Семена и очень скоро полюбил его как родного сына. Через пару лет у пары родилась дочь. Никаких особенных проблем в семье не возникало. Супруги прекрасно ладили, дети росли счастливыми. Матвей никогда как-то по-особенному не выделял дочь на фоне сына, и постепенно все забыли, что у мальчика где-то есть еще один отец. А Анатолий в это время жил свободной жизнью, занимался бизнесом, со временем сильно преуспел, стал очень обеспеченным. В 35 женился. Несколько лет супруги жили для себя, потом стали подумывать о наследнике. И вот тут выяснилось, что у его жены есть проблемы со здоровьем. Потребовалось несколько лет обследований, лечения, всяческих курортов и даже святых мест, чтобы женщина забеременела. Когда все получилось, Анатолий выдохнул с облегчением. Наконец-то к 40 годам у него появится сын, ну, или дочь. Однако радость оказалась преждевременной. Жена ребенка не доносила, поскользнулась, упала, и все. Мнение врачей было однозначным: детей у женщины больше не будет. Толик долго не думал, развелся, не оставив жене практически ничего. Сказал, что она и этого не заслужила. Около 2 лет жил один. И однажды вспомнил, что в родном городе у него должен был родиться ребенок. Навел справки, с восторгом обнаружил, что у него не просто ребенок, он все еще представлял себе какого-то абстрактного младенца, а взрослый сын, который недавно закончил университет и имеет экономическое образование. Чем не наследник? В меня пошел.
С гордостью подумал Анатолий и засобирался на родину. Найти Семена не составило труда. Анатолий пригласил парня в ресторан, отметил про себя, что тот похож на него, как две капли воды, и рассказал ему правду, свою правду. В ней, разумеется, во всем была виновата Евгения. Закончив свой правдивый рассказ об отцовских страданиях, он предложил сыну переехать к нему. «У тебя великолепное будущее и большие перспективы, Семен». «Нет, Семен Анатольевич, я смогу дать тебе все и даже больше». «Матвеевич», — поправил Анатолия парень. «Мое отчество Матвеевич». «Твоя мать даже в этом не отомстила», — нашелся Анатолий. «Но мы это исправим. Нет проблем. Так ты согласен, сынок?» «Не знаю», — ответил Семен, в голове которого засела только одна мысль. Обманывали, всю жизнь обманывали. «Мне нужно подумать». «О чем здесь думать, сын?» Анатолий излучал самоуверенность. «Тебе выпадает шанс, о котором другие могут только мечтать». «Мама», — тихо проговорил Семен. «А что, мама? Будь мужиком, в конце концов. Никуда твоя мама не денется. Она даже рада будет. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. А ты обеспеченным человеком станешь, будешь ей помогать и хахалю ее». «Кому?» — возмутился Семен. Ему стало обидно за мать и отца. «Ну, этому, с которым она живет». Снова нашелся Анатолий, поняв, что перегнул палку. Целых 2 часа он обрабатывал парня в том же духе и добился своего. Семен не на шутку рассердился, поверил в то, что родители его обманули, предали, что действовали только в своих интересах и поэтому лишили его настоящего отца, который так его любит. Вот и прилетел к матери выяснять отношения. «Твой настоящий отец – Матвей», – твердо сказала сыну Евгения. «Он усыновил тебя совсем маленьким, вырастил, выучил, любит как родного, а человек, о котором ты говоришь, всего лишь твой биологический отец. Чувствуешь разницу? Да, он дал тебе жизнь, но тут же хотел отнять ее. Ты был ему не нужен больше 20 лет, и ты называешь его настоящим отцом? Да он тебе, по сути, никто». «Прекрасно», — с усмешкой сказал Семен. «Ты ведешь себя в точности, как он предсказал. Так что не старайся. Я уже все знаю. Отец потом хотел вернуться, хотел общаться со мной, помогать. Но ты ничего этого не захотела, отказалась, запретила ему появляться. Почему? И почему вы ничего не сказали мне? Я бы понял». «Мы с папой просто не хотели тебя тревожить. Евгении дорогого стоило сдерживаться, говорить спокойно. Хотели, чтобы ты рос спокойно, ни о чем таком не думал, чтобы счастлив был, уверен в себе. И у нас все получилось. Ну скажи, разве тебе было плохо? Ты хоть раз почувствовал себя несчастным, обделенным? Нет. Так на что же ты обижаешься? В чем меня обвиняешь? В том, что мы берегли от обид и горя твое маленькое сердечко? А потом, когда я вырос, почему не сказала?» «А зачем? Твой биологический отец не искал с тобой встреч. Я слышала, что он давно уехал куда-то и была уверена, что он забыл о нас. Кто ж знал, что он объявится? Не иначе ему что-то нужно. Он хочет, чтобы я переехал к нему. Навсегда». Женя охнула, схватилась за сердце. В этот момент пришел с работы Матвей. Увидев побледневшую жену, бросился к ней. Потом была скорая, уколы. Когда Женю отвезли в больницу, Матвей спросил у Семена: «Что у вас произошло? Я ни разу не видел маму в таком состоянии». Семен все рассказал. Матвей молчал, только желваки на скулах выдавали его напряжение.
«И что ты решил?» — спросил он наконец. «Я хочу сам во всем разобраться», — ответил Семен. «Поэтому, думаю, мне стоит переехать к отцу». «К отцу?» «Да, к отцу», — взорвался Семен. «Вы даже не дали мне с ним познакомиться». Другими словами, матери ты не поверил. «Я не знаю, кому верить. Он говорит одно, мать другое. А что скажешь ты?» «Ничего. Все, что я мог тебе сказать, я сказал тебе за те годы, что был рядом. Теперь ты вырос. Поступай, как считаешь нужным. Только запомни, измываться над матерью я тебе не позволю». «Я и не собираюсь», — выкрикнул Семен и бросился в свою комнату собирать вещи. Вдруг у него зазвонил телефон. «Сынок, что ты решил?» — спросил Анатолий. «Я еду с тобой, вещи собираю». «Зачем? Возьми только документы. Все остальное купим, как только приедем». «Хорошо», — бросил в ответ Семен. Через несколько минут он вышел из комнаты, направился к выходу. «Ты хорошо подумал?» — спросил Матвей. Семен ничего не ответил, ушел, громко хлопнув дверью. Евгения вернулась домой почти через месяц, увидела пустую комнату сына и, хотя уже знала, что Семен уехал к Толику, расплакалась. «Не надо, милая», — обнял жену Матвей. «Все будет хорошо. Семен уже взрослый, он во всем разберется. Просто ему нужно время, а мы подождем, все вместе». Семен тем временем осваивался в новой жизни. Теперь у него была не одна комната, а целый этаж. Не просто работа, а руководящая должность. Отец назначил его начальником отдела. На работу он ездил не в автобусе, а на дорогом автомобиле. И гардероб у парня сменился полностью. Отец запретил ему ходить в джинсах. Теперь он носил только костюмы, которых в гардеробной уже насчитывалось более 10. Проблем с деньгами у парня тоже не было. Отец подарил ему платежную карту с весьма внушительной суммой. Подарил и сказал: «Это тебе на первое время. В дальнейшем рассчитывай только на себя. Работа у тебя есть, будут и деньги. Главное, правильно ими распоряжайся, трать с умом. И запомни, в долг я не даю. Никому и никогда. Даже тебе. А это подарок. Первый и последний». Семена сначала покоробило от таких слов, но потом он подумал и решил, что в принципе Анатолий прав. Он пока называл отца по имени, ведь он действительно не обязан его полностью содержать. Хватит того, что сын бесплатно живет в его доме. Шло время. Семен вполне адаптировался на новом месте. На работе все складывалось как нельзя лучше. Появились новые друзья, новые увлечения. Жизнь, как говорится, била ключом. Но среди всего этого праздника жизни Семен все чаще и чаще скучал по своей прежней жизни. Он ведь был абсолютно счастлив, когда жил дома, с мамой, отцом и младшей сестренкой. И друзья у него были самые настоящие, с детства, а не вот эти. И с новым отцом ему было ох, как непросто. Анатолий оказался человеком властным, педантичным. Его не интересовало мнение окружающих, в том числе и мнение Семена. Он общался с ним так, будто парню было лет 10. Даже не общался, отдавал распоряжения. «Иди туда, сделай это, купи то, помолчи». Семену иногда казалось, что Анатолий смотрит на него и не видит. Пустой, холодный, безразличный взгляд. Хотя на словах все выглядело иначе. «Это мой сын, моя гордость, мой наследник». Наследник. До того, как им стать, Семен жил вполне нормально. Семья не шиковала, но и не бедствовала. Всегда имела все необходимое. И культа денег в семье не было. Мечта иметь яхту
Семена никогда не посещала. Ему всего было достаточно. Поэтому свалившееся на голову богатство радовало только первое время. Потом Семен стал относиться к нему совершенно спокойно, как к чужому. Словом, счастливым себя Семен не чувствовал, даже подумывал о возвращении домой. Вернуться хотелось, но решимости сделать это не хватало. Стыдно было. Понимал, что обидел отца с матерью. Случай предвиделся неожиданно. Однажды Анатолий вернулся домой в приподнятом настроении. «Семен, иди сюда, доставай виски, есть повод». «Какой? Ты женишься». «Я?» Семен чуть не подавился лимоном. «Ты, у моего партнера есть дочь, чуть моложе тебя. Я, правда, ее не видел, но это не важно. Главное, у нее есть деньги. Папочка позаботился. Ты просто не представляешь, сколько там». Но попытался возразить Семен. «Никаких «но», и не надо мне сейчас говорить про любовь и все такое. Лучше скажи спасибо, что я забочусь о твоем будущем. Она единственная дочь, наследница. Ладно, не благодари. Вижу, как тебя перекосило». «Если она такая богатая, — неожиданно твердо сказал Семен, — сам женись на ней». Анатолий расхохотался. «Я бы рад, но слишком стар для нее. Девочка, аккурат для тебя. Мы с ее папашей уже договорились». «Смешно», — бросил Семен. «Ничего смешного». Вдруг разозлился Анатолий. «Я слово дал, так что хочешь не хочешь, а жениться тебе придется». «Не придется. Я никому слова не давал и жениться не буду. Во всяком случае сейчас». Семен сам удивился своей решимости. В этот момент он почему-то вспомнил отца, Матвея. Тот, если принимал какое-то решение, следовал ему неукоснительно. А я ведь на него в этом похож. Промелькнуло у Семена в голове, и он добавил, глядя Толику прямо в глаза. «И вообще, я уезжаю. Домой. Меня родители ждут. Хватит. Нагулялся». Анатолий опешил. «Кто тебя ждет? Родители? Хочешь опять жить с ними в том клоповнике? Давай, только назад не просись. Не приму». Семен улыбнулся. Достал из шкафа спрятанные джинсы, любимый свитер, вытащил из портмоне карточку, подаренную Анатолием, положил на стол и, уходя, сказал: «Не беспокойтесь так». Подойдя к подъезду родного дома, Семен долго смотрел на светящиеся окна их квартиры. Попытался представить, что сейчас делают мама, отец, сестренка. Потом решительно рванул с места, бегом поднялся на 5-й этаж, нажал на кнопку звонка и замер. За дверью послышались шаги. Увидев сына, Евгения радостно вскрикнула. Матвей вышел посмотреть, что случилось. Подошел к жене и сыну, обнял обоих. «Вот теперь хорошо», – прошептал он. Так они и стояли, молча обнявшись, пока из комнаты не выскочила сестра и не завизжала от восторга. «Ура! Братик вернулся!» Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.